Крушение греческого парома СС Heraklion. Это автомобильный паром, курсировавший по линиям Пирей, Хания и Пирей, Ираклион в период с 1965 по 1966 год. Он перевернулся и затонул 8 декабря 1966 года в Эгейском море. В результате погибло более 200 человек. Его гибель была одной из величайших морских катастроф в истории Греции. Паром был построен под именем Leicestershire компанией Fairfield Shipbuilding and Engineering. В 1964 году он был продан компании Aegean Steam Navigation и переименован в Heraklion. Далее он был переоборудован в пассажирский автомобильный паром. Он приводился в движение одним гребным винтом и развивал скорость до 17 узлов. Вместимость составляла 35 грузовиков средней массой 10 тонн. 7 декабря 1966 года в экстремальных погодных условиях с юго-восточным ветром силой 9 баллов по шкале Бафорта Heraklion отплыл из залива Суда в Пирей после двухчасовой задержки. Предположительно для того, чтобы погрузить рефрижератор, который, по мнению большинства, поспособствовал затоплению. Власти порта, следившие за бурной погодой в течение дня, запретили выход небольших судов в плавание. После полуночи паром пересекал Мертаянское море среди высоких волн и сильного ветра, который неуклонно набирал скорость. Паром сильно качало из стороны в сторону, пассажиры начали просыпаться в своих каютах, а дети начали плакать. Машина раскачивалась взад-вперед, и судно начало набирать воду. На полпути, плывя в 6 милях от небольшого скалистого острова Фальконера, вышеупомянутый рефрижератор, который перевозил апельсины, и был либо оставлен незакрепленным, либо был слабо привязан, начал врезаться в погрузочный люк миделя, который в конце концов подался и открылся, грузовик упал в море, где на следующее утро был найден плавающим. Через открытый грузовой люк тут же хлынула вода, и паром начал крениться. В 2 часа и 6 минут ночи был отправлен первый сигнал СОС. При этом крен с каждой минутой увеличивался, и паром терял скорость. Офицеры и экипаж отчаянно пытались спасти его, но безрезультатно, так как крен ухудшился, и он начал тонуть. Далее была поднята тревога. Спасательные жилеты были поспешно разданы, и спасательные шлюпки были спущены. Сигнал СОС повторялся дважды. Греческое министерство торгового флота было недостаточно оснащено для обеспечения необходимой связи, а портовые власти Пирей, Сироса и других островов также сообщили, что не могут предложить помощь из-за отсутствия оборудования. К сожалению, паром Мино, находившийся в 24 километрах от места происшествия, не получил сигнала СОС. Около 2 часов и 30 минут был поднят по тревоге глава греческой береговой охраны, за ним последовали министр торгового флота и министр обороны. Министерство обороны сообщило, что судно тогдашнего Королевского флота Греции находится на Сиросе, но ему потребуется 3-4 часа, чтобы отправиться в путь. Ряд судов, в том числе 2 боевых корабля британского Королевского флота, к северо-востоку от Крита, получили сигнал СОС и изменили курс к месту происшествия. Первые сообщения, переданные с судов, прибывших на место трагедии в 9 утра, были обескураживающими. Не было никаких признаков обломков, и, что более важно, никаких признаков выживших. Первые заголовки греческих газет сообщали, что паром затонул с полной гибелью людей. Премьер-министр объявил недельный национальный траур. Первый Си-47, Китрайн, прибыл на место происшествия и заметил рефрижератор, в
в то время как Хэмс Эштон также примчался к месту происшествия. Самолеты заметили нескольких выживших и начали сбрасывать спасательные жилеты. Суда Ливертон и Эштон пришвартовались в порту Пирей, где собралась большая толпа, чтобы получить информацию и дождаться спасательных кораблей с выжившими и телами. Ряд кораблей ВМС США, дислоцированных в Средиземном море на момент затопления, участвовали в поисково-спасательных операциях. Среди них USS Лоуренс, USS Бордилон, USS Джеймс Оуэнс и USS Стронг. Официально из 73 офицеров и членов экипажа и 191 пассажира удалось спасти только 46 человек, а 217 погибли. Точное количество остается неизвестным, поскольку в то время было принято садиться на паром без билета, который выдавался только при отплытии. Одним из погибших был Майкл Роберт Холл Кинг, 1942 года рождения, внук Роберта Баден-Пауэлла. Расследование правительства Греции признало компанию ответственной за судно, виновной в халатности, по нескольким причинам. Не было учений по оставлению парома, была задержка подачи сигнала бедствия, не было организации спасательных работ корабельным составом. Компанию также обвинили в непредумышленном убийстве и подделке документов. Владелец компании и генеральный менеджер были приговорены к тюремному заключению в 1968 году. Также было обнаружено, что 12 из 15 судов компании не прошли проверку в соответствии с международным правом. Остальные суда компании забрали, и они были проданы либо на металлолом, либо для других целей, кроме трех: Хеллас, Атенай и Роудоус. Ни один из судов не привлекал покупателей, поэтому они стояли на приколе в течение 20 лет, а затем были проданы на металлолом и разобраны в Турции в 1989 году. В 1990-х годах возле гавани в Ханьё была установлена скульптура в память о жертвах аварии.